Всем привет! Я рада приветствовать вас на своем канале «Жизнь прекрасна». Сегодня, как обычно, расклад у нас на 3 позиции. Тема сегодняшнего расклада: будет ли он действовать? Узнаем его мысли о вас. Собственно, будет ли он действовать по отношению к вам? И если будет, то как? И с чем придет? Девочки, загадывайте своего мужчину, представьте его образ, спросите у него, задайте ему вопрос, будет ли он действовать по отношению к вам. И у нас с вами 3 позиции. Первая, вторая и третья. Ну, а мы начинаем. Первая позиция. Что там у вас между вами сейчас? Что за мужчина? Мужчина ушел в работу, девчонки. Мужчина трудится, не покладая рук. Он полностью погрузился в какую-то рабочую деятельность. Девчонки, а он император. Не женат ли он случайно? А может, вы на своего мужа смотрите? Он весь в работе, трудяшка. Хорошо. Что ты думаешь на данный момент? Позиция номер 1. Что ты думаешь на данный момент, девочки? Ну, он влюблен, сидит, не видит шанса. Шанс есть, но он его не замечает. Обиженный сидит. Хочет, чтобы эта ситуация сама собой разрешилась. Наблюдает за вами. Хитрит. Хитрит, девчонки. Скорее всего, с фейковых аккаунтов выходит, если это соцсети. Что ты еще думаешь о девочке? Первая позиция. Он считает вас прекрасной, красивой, ухоженной, мягкой такой. Прям женщина-женщина. Ревнует вас. Ревнует вас и мечтает о вас. Ревнует вас и мечтает о вас. Хорошо. Будешь ли ты действовать по отношению к девочкам? Первая позиция. Будешь ли ты действовать? Ну, у него в мыслях, в планах, да, заявиться к вам. Если будет шанс. Опять-таки, девчонки, если подвернется какой-то шанс, то он будет действовать. Сейчас он на вас злится. Но хочет действовать, да. Хорошо. А как ты будешь действовать? Да пока никак, девчонки. Пока никак он не будет действовать. Он просто стоит, сидит, наблюдает, следит за вами. Да, ему плохо на душе, да, ему тоскливо. Он знает, что нужно побороться за вами, за вас. Он не видит шанса. А вот если предоставится такой шанс, то будет действовать. А сейчас ему тяжело. Он сидит, тоскует, скучает, думает, обдумывает, но действий пока нет, девчонки. К сожалению. Ушел весь в работу. Вторая позиция. Что у вас? У вас, девчонки, качели какие-то непонятные. Пришел, ушел, позвонил, не позвонил, поговорил, не поговорил. Какие-то качели между вами, девочки. Что ты думаешь? Второй вариант. Что ты думаешь о девочке? Опять выбор, девчонки. Опять выбор. Он считает вас какой-то холодной такой королевой мечей. Возможно, вы вот просто срубили ему голову с плеч. Не знает, сидит с закрытыми глазами и не знает, что ему делать. Какая-то борьба между вами, девочки. Что-то вы, не знаю, за лидерство, наверное, боретесь в ваших отношениях.
Ну, сидит, не знает, что делать. Считает вас холодной такой королевой мечей. Видите, сидит и тоскует, ночами плачет, рыдает в подушку. Не знает, что ему делать. Что еще ты думаешь? Вторая позиция. Рассказывай. Что ты думаешь? Ой, ну вы его притягиваете. Ой, притягиваете. Сильное притяжение. Хитрит. Такой, знаете, сам у себя на уме. Хитрец такой. Угу. Притяжение обалденное. И опять Луна не знает, что делать, девочки, не знает. Может, вы ему подскажете как-то? Что делать, не знает. Хорошо. Будешь ли ты как-то действовать? Будешь ли ты действовать по отношению к девочке? Второй вариант. Будешь ли ты действовать? Нет. Пока нет. Сейчас он ушел в отшельники. Он сидит в заточении какой-то. Вот. Все. Понимаете, у него свои мысли. Ему сложно, он не знает, что делать. Ну, ему нужно сделать какой-то выбор. Вот он сидит себе один и сидит. Да, думает написать. Думает. Ну а дальше-то что? Действовать будешь? Давай рассказывай. Действовать будешь по отношению к девочке? Будет мечтать, девчонки. Будет мечтать о том, какая вы прекрасная королева, как ему плохо без вас, как ему тяжело, осиротел он, бедолага, тоскует, в печали весь. Ну, а там как карта ляжет. Вот если судьба повернется нужным местом, значит, вам суждено. Значит, он напишет. Если не повернется, ну, так и будет сидеть в отшельнике и мечтать о вас, девчонки. Ну, пока что действий нет. Пока действий нет, сидит и мечтает в своих мыслях. Третий вариант. Ой, девчонки, ну вы здесь императрица. Рассказывайте. Возможно, вы замужем. Да? У вас есть муж? Либо молодой человек, с кем вы живете вместе. Либо это его восприятие вас, что вы такая прекрасная, красивая. Женщина-женщина. Знающая себе цену. Достойная. Он вас такой воспринимает. Что еще ты думаешь о девочке? Третья позиция. Да, вы прекрасная, но вы в то же время и холодная. Возможно, вы отшили его. И вот он сейчас тоже опять сидит. Что-то все три позиции у нас. Сидит и сидит. Один в работу ушел, а двое сидят. Сидит и не знает, что делать. Да, он хочет вас в свои ручища загрести. Привязать вас к батарее, чтобы вы никуда от него не делись. Хочет разрешить эту ситуацию между вами. Выбор ему нужно сделать. Но опять что-то никак. Что еще ты думаешь о девочке? Третий вариант. Мечтает. Опять мечтает. Да, между вами что-то произошло, девчонки, вы расстались. Но он вас любит. У него бьет ключом. Чувство через край. Мечтает. Мечтает, как бы найти этот шанс и разрешить данную ситуацию, что у вас произошло. Хорошо. Будешь ли ты действовать? Третья позиция. Будешь ли ты действовать? Девочки, он вас считает своей. Вы его императрица. Он считает, что вы должны быть вместе. Собирается к вам приехать. Считает, что у вас другой есть. Очень сильное сексуальное желание и влечение к вам. Будешь ли ты действовать? Третий вариант.
Будешь ли ты действовать по отношению к девочкам? Третий вариант. Ой, девчонки, он считает, что у вас очень много поклонников. Сильно печалится, сильно расстроенный, ревнует. Поэтому и не делает выбор, видимо, да? Но считает он вас своей, он хочет быть с вами. Но пока действий нет. Печалька, печалька и страхи. Страхи, что вы его отошьете и пошлете. Далеко и надолго. Скажи, а стоит ли девочке первой проявляться? Стоит ли ей первой проявляться, раз ты так страдаешь и боишься? Стоит ли ей первой проявиться? Ну, он хочет диалога, хочет поговорить. Да, он лежит, ничего делать не будет. Знает, что бороться придется. Лучше уже так, из пустого в порожнее переливать то, что есть. Сердце у него разбитое. Ну да, он печалится. Ну, возможно, да, он ждет, что вы первые ему напишете, девочки. Возможно, он ждет, что вы первые ему напишете. И если напишете, он будет безумно этому рад. Будет безумно этому рад. Хорошо, скажи, как ты себя поведешь, если девочка первая тебе напишет? Как ты себя поведешь, если девочка первая объявится, проявится? То уйдет это состояние подвешенного, понимаете? То быстро разрешится эта ситуация. Так, что еще? Тогда ему не придется хитрить, бояться. И все у вас будет прекрасно, он считает. Да? Вот он. Ему не придется ревновать, хитрить, бояться. Да? Вот это отомрет все. И уйдет вот эта вот ситуация подвешенного. Когда сам не знает, из пустого в порожнее переливает. Ну, девочки, смотрите, если он вам нужен, может и стоит первой объявиться, проявиться. Потому что, ну уж очень-то он боится. Он считает, что у вас толпа мужчин бегает за вами. Это была третья позиция. Всем пока-пока.